Всем привет! Новое видео на канале Профессия Созидатели. И в этом видео мы будем делать перемычку. Вот здесь строится жилой дом, и дом с гаражом идет. И на гараже вот такой пролет, ворота. Ворота, получается, размер 2,95, 2 метра 95 сантиметров. И можно здесь положить, смонтировать железобетонный прогон, железобетонную перемычку, но их не было в наличии. В доме будут перекрываться оконные проемы все перемычками железобетонными, но такой именно не было в наличии. Поэтому будем делать перемычку из У-блока, будем выпиливать из газосиликатного блока У-блок. Газосиликатные блоки у нас вот стоят, 40-е блоки, и будем заливать уже бетон сами. И сейчас покажу, как мы будем делать эту перемычку. Замеряем рулеткой от низа, от пола. Получается у нас 2,31. Вот эта ширина 2,95, и нужно нам отпилить сейчас доски. Нормально. Отпилили две доски на вот этот размер ворот, и будем сейчас их две вместе сшивать. 35. Сделали вот эту площадочку, на которой будет ложиться блок, и 4 стойки. Двойную доску взяли, 25-ка. Устанавливаем сейчас эту площадку. Так, установили вот этот щит. Смотрите, вот так ставим в уровень, смотрим. И горизонт также в уровень. Ну, загнали ее вот под уголок. У нас тут перекрыт уголком. Облицовочная кладка идет по уголку. И под самый уголок загнали вот так доску. И получается все в уровне. Вот так, да, нормально. Кирпичное облицовочное положение будет мешать? Вот в уровне все. Ну, здесь вот по кирпичу тоже. Ну все. По кирпичу и все в уровне. И с этой стороны также вот под кирпич. И идет у нас уровень. И вот так выставили стойки. 4 стойки. Здесь усилили эти доски поперечными досками, прикрутили, и стойки поставили под вот эти доски, и очень ровненько все выставили. Выставили опалубку, и теперь будем делать У-блоки. Устанавливаем станок, опустили. Ты опустил уже, да? Да. Ну, вот на одно деление опустили на одно деление. Тут можно ставить под разные деления. Сейчас мы поставили, будет пропиливаться блок на сколько? На 19 сантиметров, да? По высоте у нас блок 25 сантиметров, 375, 40-й блок. И будет пропиливаться на 19 сантиметров, почти на 20. Остается 5 сантиметров внизу будет оставаться.
и по 5 сантиметров с боков. Так, вот здесь у нас линейка есть на 5 сантиметров. Фиксируется, не? Да, Видно, да? видно все. Пробую. Давай. Вот таким образом сделали надрезы. Егор у нас пилил. И теперь аккуратно кирочкой выбиваем. Вот и готов ублок. Так, у нас примерно 4,10. Так, 7 блоков нужно нам. 7 блоков. Опора. 10, да? Ну, 7 блоков по 60 это 42. Правильно? 6,5 блоков. 7 блоков. Нужно отпилить 7 блоков. И рубаночком зачищаем, подравниваем. Егор допиливает ублоки. Здесь вот уже напиленные лежат. Сашка там кладет стену, закончил облицовочную кладку. Я начинаю класть блоки. Вот так смачиваем водой. Положил блок. Это вот будет на высоту у блока, на высоту перемычки, под опору. И с той стороны завожу угол.
Положили первый ублок, смочили водой, чтобы лучше прилипло. И будем теперь каждый ублок смачивать водой. Обычная баклажка с отверстием в пробке. Натянул шнур, немного забил здесь ниже, но просто смотрю направление, перебивать не буду. Смочил опять вот блок, чтобы лучше прилип клей. Так, аккуратно. Такая хрупкая конструкция, если упадет, то расколется. И вот так намазываем на вот эту часть блока клей на тычок. Ну, у нас такой вот есть станок, пилит вот эти ублоки. Если станка нету, то можно отпилить вручную, но это очень будет сложно. Проще купить готовые ублоки. А еще лучше залить перемычку. Не ублок, а железобетонную перемычку можно залить. Аккуратно подбиваем. И вот смотрите, лишний клей немного вот выдавился, убрали. Вчера не успели доложить ублоки, осталось немного. Вот так стоят у нас подпорки. И вот так выглядит дом. Остальные проемы будут перекрываться обычными перемычками, железобетонными. Ромка нагнул квадраты, брал арматуру домой, у него дома там есть станочек. Взял проволоку, будем делать каркас под перемычку. Размеры квадратов сделал 20 на 20 сантиметров. Итак, проложили ублоки под перемычку и сверху еще проложили вот такую полоску, пятерка, чтобы у нас вышло под ряд. Если потом, например, пойдет стена из газосиликатного блока, нам нужно вот выравнивать все это. Также здесь взяли вот по уровню, чтобы было, чтобы не было наклона блока. Но у нас можно здесь, в нашем случае, особо
не выравнивать, так как тут потом пойдет кирпичный армопояс из силикатного кирпича, который внизу. А на доме уже пойдет полноценный армопояс бетонный. Здесь будет двухуровневая крыша, и на гараже будет уже кирпичный армопояс. Тут будет нагрузка поменьше на несущие стены. И давайте посмотрим, замеряем рулеткой. Получилось по высоте почти 28 сантиметров. У нас будет перемычка. Ширина 27. А длина у нас перемычки получается 4,20. Вот на такую длину как раз вот нужно делать, чтобы был бетон не меньше 20 сантиметров. Ну, тут получается вот около 30 будет нормально. Опора у нас заходит на основную стену больше 60 сантиметров, 65 сантиметров, но облицовочную стену не берем, так как на нее опирать нельзя, перемычку. И вот с этой стороны немножко поменьше, опора около 50 сантиметров. Опалубка под перемычки готова. И Ромик уже здесь вяжет каркас. Ребята там на стене кладут кладку. Я сейчас тоже пойду работать дальше. И позже вот покажу уже. Здесь получается какая восьмерка, да? Идет на квадраты восьмая круглая арматура. И основная арматура у нас идет 18-я арматура. Неудобно, конечно, это все на земле. Ну да, все в таких условиях. Спартанские условия. Ребята начали прокладывать окна. И Егор вот уже проложил одно окошко. Вот так на ребро идет. Смотрите, как получается. Четко, красиво. Перемычки будем заливать вручную. Бетон будем делать сами. И приехали набрать здесь щебенка. Вот такая гранитная крошка. Фракция не очень крупная. И не знаю, сколько тут. Сантиметровые примерно, да, камушки. Ну, 20 сантиметров. Приехали сюда в деревню. У знакомого возьмем несколько мешков. Тяжелый. Привезли щебенку, начинаем замешивать бетон. Цемент у нас марка 500. А здесь вот рецепт бетона B15. Получается ведро цемента 7,5 песка, 12 щебня и 3,5 ведра воды. Но мы будем замешивать бетон покрепче. Будем использовать пропорцию ведро цемента, 2 песка и 3 щебенки. Каркас уже готов. Вот такая получилась конструкция. Здесь квадраты стянуты проволокой. И дополнительно вот такая арматурка еще приварена. Здесь внутри все смачиваем водой и побольше, так как газосиликатный блок заберет на себя очень много воды из бетона. Поэтому нужно хорошенечко все здесь смочить. Замешивается бетон для перемычки. Как мешаете, Ромик?
Ведро цемента 2, песка 3 щебня. Профессия. Ой, наследие СССР. О. Как правильно сказать? По рецепту канала «Наследие СССР». По рецепту канала. И какой там рецепт у него Посмотри, где секретный? 1 цемента, 2 и 3 песка и 3 и 3 щебня. 1, 2 и 3, 3 и 3. Вот такая пропорция. Очень хитрая. И какой бетон получается? Б-25? М300, не ниже. Марка 300 бетона получается по такой пропорции. Ну, возможно, конечно, немножечко будет и ниже, но минимум будет марка 250, да? Это минимум будет. Все, поднимаем каркас. Надо стульчики сейчас поправить только. Приподняли немного каркас. И теперь приступаем к заливке бетона. Заливаем бетонную перемычку по рецепту канала «Наследие СССР». Это мой знакомый, наш знакомый. Многие знают этот канал. Там мой знакомый дает полезные советы. Начинаем заливать бетон, и посчитали, сюда уйдет 0,3 куба, как раз даже меньше, это за счет арматуры, да, поменьше, как раз целая ванна, как раз замешали вот целую ванну бетона. Залили бетон, все разгладили. Ну, нужно еще, по идее, провибрировать, но у нас сломался вибратор. Начали вибрировать, и он сломался. Поэтому просто вот разгладили. И теперь ждем, будем ждать, когда высохнет. Подпорки будут стоять у нас еще долго. Сейчас еще накроем все это пленкой. И будем периодически смачивать водой, чтобы набирала крепость. Перемычку накрыли полиэтиленом. Подпорки вот эти оставляем. Пусть пока стоят. Будем их снимать, когда хотя бы пройдет дней 15. Полное затвердение бетона через 28 дней полностью наберет прочность. Поэтому хотя бы дней 20 нужно, чтобы эти подпорки стояли. И получается вот такие гаражные ворота. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Мы залили перемычку из блока длиной 4,2 метра. И для такой перемычки требуется определенный подход и расчет. Для пролета такой длины высота перемычки должна составлять не менее 1/10, или 1/12 от ее длины. Например, для 4-метровой перемычки минимальная высота перемычки должна составлять 33 сантиметра. Диаметр арматуры должен составлять от 13 до 16 миллиметров. Поперечные хомуты, диаметр хомутов от 6 до 8 миллиметров с шагом 150-200 миллиметров. Также это, какая должна здесь быть перемычка, зависит от разных факторов. Какая здесь будет нагрузка, будет ли армопояс или не будет. Если есть армопояс, то можно немного
попроще сделать перемычку, так как армопояс разгрузит ее. И поэтому, прежде чем заливать такую перемычку, лучше всего проконсультироваться с инженером и уточнить. Здесь мы залили перемычку по гаражу из ублоков. Также нам нужно будет заливать еще одну такую большую перемычку. Их не было в наличии на заводе, и на заводе предложили их сделать, и предложили сумму 94 тысячи рублей за 2 перемычки. Самим залить получается намного дешевле, то есть заказчик экономит около 40 тысяч рублей, если заливать самим, поэтому решили вот заливать. Здесь гараж у нас неотапливаемое помещение будет. Также потом пойдет армопояс из кирпича, а на доме уже будет полноценный армопояс из бетона. И, скорее всего, на доме мы будем уже заливать не с помощью ублоков, а поставим опалубку деревянную и уже с улицы поставим утеплитель и зальем уже полностью бетонную перемычку, скорее всего. А я желаю вам крепкого здоровья, легкого строительства. Не забудьте поддержать канал лайком или комментарием. До новых встреч!